Так, начинаем вязать ушко. Ушко вот такое вот будет у нас, двустороннее. Вот. Внутренняя сторона будет розовой, внешняя будет под цвет нашего тела. Внизу мы ее не будем сшивать, связывать две части детали. Вот. И она немножко набита. Очень слегка, чтобы держала форму. Вот такое вот оно будет выпуклое. Итак, давайте приступим. Значит, начнем с внутренней части. Значит, берем розовую пряжу под цвет нашего тела. Цвет тот, который мы вязали ручки. И набираем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. В первую петлю мы провязываем 1 столбик без накида. Вот такая вот получается. Дальше второй ряд. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем вязание и провязываем 2 прибавки. В первую петлю прибавка. И вторая прибавка будет в третью петлю воздушную, которую мы провязывали в самом начале. 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Провязываем без прибавок и убавок 4 столбика без накида. Так, 1, 2, 3 и 4. Делаем воздушную петлю. Вот такая вот получается. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд. Прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю петлю провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Раз. И сюда же 2. Воздушную петлю и разворачиваем вязание. Значит, пятый ряд провязываем 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Шестой ряд. Провязываем первую прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И в последнюю петлю провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. У нас такой ветер поднялся, наверное, вам слышно будет. Разворачиваем вязание, вот такая вот деталь получается. Дальше седьмой ряд, последний, мы провязываем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Это будет последний наш ряд, который мы будем провязывать. Так, и дальше мы будем с вами делать обвязку. Делаем воздушную петлю. Вот такая вот деталь получается. Делаем воздушную петлю. И теперь в каждый ряд провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и
И вот последнюю петлю мы провязываем. Последнюю петлю, вернее верхнюю петлю мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и сюда же 3, чтобы наше ушко было остренькое. Так, провязали. Разворачиваем вязание. Вот этот вот хвостик мы будем ввязывать. Поэтому мы его прикладываем и начинаем провязывать. Вот в каждый ряд, ввязывая при этом хвостик, мы провязываем столбики без накида. Вот таким образом. И последняя петля. Все, обрезаем ниточку. Закрепляем. Все. Хвостик этот можем обрезать, который мы ввязывали. Все. Вот такое вот ушко получилось у нас. Теперь начинаем вязать. Итак, связали мы с вами розовое ушко. И точно такое же, как и розовое, мы с вами связали синее. Значит, но мы ниточку с вами не обрезаем, так как будем ввязывать две части тела, две части ушек. Значит, мы оставляем петельку, немножечко ее увеличиваем, чтобы она не потерялась. И изнаночными сторонами, то есть вот мои изнаночные стороны, мы их складываем вовнутрь. Вот, складываем вовнутрь. Прикладываем друг к дружке. Вот таким вот образом, розовой частью к себе. Теперь вводим в первую петлю крючок и вводим в петелечку, в петлю, которая у нас осталась на синей детали. И выводим ее вот таким вот образом. И делаем воздушную петлю. Таким вот образом мы закрепляем. Теперь провязываем каждую петелечку столбиками без накида. Каждую петлю провязываем столбик без накида. Таким образом связываем две части вместе. Вверху, естественно, мы провязываем 3 столбика без накида. Так. Сюда петелечка и сюда петелечка. Хвостики все прячем вовнутрь.
Вот такой вот ушко у нас получается. Вот. Теперь мы отрезаем ниточку подлиннее, чтобы у нас остался хвостик для пришивания. Розовую ниточку мы можем спрятать вовнутрь, а можем ее отрезать. Ну, лучше спрятать, она нам мешать не будет. Закрепляем ниточку. Все. Вот такой вот ушко у нас получается. Немножко сюда вовнутрь набить холофайбера. И все. Два ушка готовы. Теперь приступаем к животику. Итак, животик у нас вяжется по кругу. Вот сюда мы его будем пришивать. Вот я не стала показывать, я вам сейчас его продиктую, потому что, чтобы не задерживать время, здесь нет ничего сложного. Вяжется по кругу без соединительных столбиков. Всего получается 6 рядов. Итак, в кольцо амигуруми мы ввязываем 6 столбиков без накида. Второй ряд это 6 прибавок. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Третий ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. Четвертый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце ряда получается 24 столбика без накида. Пятый ряд. 3 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда получается 30 столбиков без накида. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так 6 раз повторяем. В конце ряда получается 36 столбиков без накида. Затягиваем ниточку. Оставляем для пришивания небольшой кусочек. Вот. И еще одна деталь у нас готова. Теперь приступаем к мордочке. Итак, начинаем мы с вами вязать мордочку соника. Значит, берем розовую пряжу под цвет тела и набираем цепочку из воздушных петель, из 16 воздушных петель. Вот набрали мы цепочку. Теперь со второй петли от крючка мы провязываем 14 столбиков без накида. При этом со второй петли обязательно мы с вами поставим маркер в первую петлю, чтобы не ошибиться. Где у нас первая петля? И давайте провяжем 14 столбиков без накида. Итак, вот провязали мы 14 столбиков. Теперь в последнюю петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше разворачиваем вязание и по второй стороне мы провязываем 13 столбиков без накида. Вот по этой стороне. Давайте провяжем. Провязав 13 столбиков без накида, в последнюю петлю мы провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, в конце ряда у нас должно получиться 32 столбика без накида. Второй ряд провязываем таким образом. Снимаем маркер. И в первую петлю провязываем прибавку. Раз. И сюда же 2. Маркер ставим в первую петлю. В первую петлю ставим маркер. Итак, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2,
3 и 4. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Раз. И в следующую петлю второй раз. Так. Дальше провязываем одну прибавку полустолбиков с накидом. То есть в одну петлю мы провязываем один полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом. Дальше провязываем 2 столбика без накида, 2 полустолбика с накидом, 4 столбика без накида, 1, 2, 3 и 4. Провязываем сюда 3 прибавки в каждую петлю. 2 столбика без накида. Первый столбик без накида и второй сюда же столбик без накида. Опять вторая прибавочка, 1 полустолбик без накида и второй столбик без накида. И третья прибавка столбика без накида. Раз и 2. Дальше мы провязываем 13 столбиков без накида. Остаются 2 петли. В 2 петли мы провязываем 2 прибавки. 1 прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. И в следующую, в последнюю петлю тоже 2 столбика без накида. Вот такая вот деталь у нас получается. Это второй ряд. Третий ряд. Итак, третий ряд вяжем таким образом. Снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида в первую петлю. И ставим маркер. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид, провязываем 1 полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом. Так. Теперь провязываем 2 прибавки полустолбика с накидом. То есть делаем накид и провязываем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и сюда же в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. Дальше делаем накид, в следующую петлю провязываем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и еще в эту же петлю провязываем 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. 1 полустолбик с накидом
и второй полустолбик с накидом. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем таким образом. 1 столбик без накида. Дальше в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 1 полустолбик без накида и прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 1 столбик без накида и следующая прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Раз и два. Дальше провязываем 13 полустолбиков, 13 столбиков без накида. Дальше провязываем по схеме. 1 полустолбик, 1 столбик без накида. Путаю теперь. И делаем следующую прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Раз и два. Дальше 1 столбик без накида. И в следующую прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Вот такая вот получилась. Получается деталь. Третий ряд провязан. Четвертый ряд провязываем таким образом. Снимаем маркер и провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Ставим маркер в первую петлю. В следующую провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три и 4. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем 1 столбик с накидом, полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом. Дальше провязываем 2 убавки полустолбика с накидом. Делаем накид. Выводим рабочую нить через петлю. Оставляем на крючке. Делаем опять накид. В следующую петлю заводим крючок и выводим рабочую нить. И вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек на крючке мы провязываем. И следующую еще одну убавку полустолбиком с накидом. Делаем накид. В следующую петлю заводим крючок, выводим рабочую нить. Не провязываем. Делаем опять накид. В следующую петлю заводим крючок, выводим рабочую нить. 5 петелек на крючке. Провязываем. Теперь провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид. Следующую петлю. Раз. И в следующую петлю следующий полустолбик с накидом. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
4. Дальше провязываем по схеме 2 столбика без накида. 1, 2. Следующая прибавка в одну петлю, 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Так. Дальше 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 13 столбиков без накида. Теперь провязываем опять по схеме. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Вот такая вот получается еще следующий ряд, 4. Вот так получается. Теперь 5 и 6 ряд мы с вами провязываем без прибавок и убавок столбиками без накида. То есть по кругу мы с вами провязываем столбики без накида, без прибавок и убавок. Давайте провяжем и встретимся. Итак, провязали мы 5 и 6 ряд. Я уже закрепила ниточку. Вот такая вот деталь получается. Носик у нас вот такой вот получается здесь выпуклый за счет полустолбиков с накидом. Покажу вам ее со всех сторон, эту мордочку. И сейчас мы будем с вами приступать к носику, глазкам и иголочкам. По-моему, нам еще нужно 3 связать вещи. И давайте начнем. Теперь мы начинаем вязать зрачки с вами для нашего соника. Значит, мы берем белую пряжу и набираем воздушную цепочку из 19 воздушных петель. Вот я уже набрала. И со второй петли от крючка мы начинаем с вами провязывать 18 столбиков без накида. Просто провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 18 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем в эту сторону 7 столбиков без накида. Итак, провязали мы до конца. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и в начале мы провязываем 2 убавки. 3 петли на крючке, провязываем. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И в конце тоже делаем убавку. Заводим крючок в петлю, выводим рабочую нить, не провязываем. Следующую заводим
крючок, выводим рабочую нить, 3 петли на крючке, провязываем. Дальше воздушная петля, разворот. В обратную сторону мы провязываем 5 столбиков без накида. Теперь 6-й ряд провязываем таким образом. Первое, мы провязываем убавку. Дальше провязываем 1 столбик без накида. И в конце опять провязываем убавку. Раз. И 2. И провязываем. Все, первый глазик готов. Берем ножнички, обрезаем, закрепляем ниточку. И первый глазик наш готов. Отсчитываем от нашего глазика 3 воздушные петли. 3 столбика отсчитываем. И в 4-ю петлю мы вводим крючок. Вот таким вот образом. Теперь выводим рабочую нить и провязываем воздушную петлю. И дальше мы с вами провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последняя петля не очень хочет вязаться. Вот 7. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем в обратную сторону 7 столбиков без накида. Итак, я вам говорила, что нужно провязать 7 столбиков без накида, но я уже довязала глазик. Глазик вяжется точно по такой же схеме, как и первый. То есть 2 ряда 7 столбиков без накида, затем идет 2 убавки по бокам, 5-й ряд 5 столбиков без накида, 6-й ряд по бокам 2 убавки. То есть точно так же глазик вяжется, как и первый. Но ниточку мы не обрезаем, мы делаем воздушную петлю. Разворачиваем вязание. И теперь мы будем делать обвязку. Обвязку по всей детали. Значит, провязываем мы столбиками без накида, без прибавок и убавок по всей детали. То есть каждое отверстие мы провязываем столбик без накида. Единственное, мы будем делать убавочки. Сейчас я вам скажу, где. Чтобы у нас, так как у нас, видите, вот расходится деталь, то мы будем делать с вами убавку. Теперь смотрите. Вот остается 3 петли и одно отверстие в первом ряду. Значит, как мы делаем убавку? Мы делаем убавку точно так же. Вводим крючок, выводим рабочую нить, но не провязываем. И дальше мы вот в первую петлю тех петель, которые мы с вами пропускали. И выводим вот таким вот образом. Дальше 1 столбик без накида. И дальше следующая опять убавка. Раз. И на белочке с вами. Вот таким вот образом. И дальше опять провязываем, не пропуская рядов. И вот таким вот образом у нас получается, что у нас не разъезжается деталь. И сейчас я вам покажу.
Вот так вот получается. И дальше точно так же хвостик ввязываем. Все хвостики мы ввязываем. На уголочках провязываем 2 столбика без накида. И дальше провязываем, как обычно. Так. Хвостик можно уже не ввязывать, а обрезать. Вот, так как мы начали с этого кончика, то мы провязали вот до этой стороны. Теперь мы провязываем по эту сторону и вот до этой петли, откуда мы начинали. Давайте мы с вами провяжем самостоятельно. Итак, довязала я до этой части, откуда начинала вязать. Обрезала я уже ниточку, оставила для пришивания. И просто делаю закрепляющую петлю и вывожу. Все, вот такие вот зрачки у нас получаются. Так, теперь мы будем вязать с вами носик. Как мы будем вязать с вами носик? Носик, он должен быть маленький, поэтому я вязала его крючком 1,5. Крючок 1,5. Значит, я разделила черный джинс на 2 части. То есть я вязала 2 ниточки. Здесь у меня остается 2 ниточки, видите? Вот так вот видно хорошо. Поэтому у меня носик получился маленький. Оставила ниточку для пришивания. И вот такой он манюсенький у меня получился. Значит, как мы его вяжем? Значит, вяжется, я его не стала вам показывать, потому что это не так сложно. Значит, мы набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И со 2 по 4 ряд мы провязываем 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок по кругу. Это очень такой, ну, для меня это очень сложно, потому что очень тоненькая ниточка. Вот поэтому аккуратненько не потеряйте петельки, потому что на черной пряже все равно не видно было бы, что я вам показываю. Вот поэтому вот такой вот носик у нас получается. Дальше откладываем. И теперь у нас получается глазик. Глазик точно так же разделить ниточку джинс на 2 раза, вдвое. Вот, и будем вязать и вот эту вот пряжу, которая мы делаем цвет глаз, я тоже разделила на 2 части. И вот такой вот маленький глазик у нас получается. Поэтому давайте приготовим с вами крючок 1,5, черную пряжу разделим на 2 и цвет глаз тоже разделим на 2. И начнем, свяжем глазик. Итак, начинаем вязать глазик. Как я уже сказала, нужно разделить все ниточки. Значит, я 2 метра где-то отрезала себе кусочек пряжи черный, вот, и такой вот морской волны, цвет морской волны, вот, бирюза. Значит, и я разделила их на 2 части, значит, и приготовила еще небольшой, где-то метр приготовила такой небольшой кусочек для того, чтобы вышить блик на глазике. Вот, приготовила иголочку и уже втянула иголочку, ниточку в иголку и тоже разделила эту ниточку пополам. То есть и начинаем вязать с вами с черной пряжи. Значит, набираем 4 воздушные петли. 1, 2,
3 и 4. Со второй петли от крючка мы провязываем 2 столбика без накида. Обязательно, так как это черная пряжа, ставим маркер в первую петлю. Провязали первую петлю и обязательно ставим маркер. Вот, маркер ставим в первую петлю. Дальше провязываем следующую петлю. Если вам плохо видно, то я вам диктую, что нужно делать. Итак, провязали второй столбик без накида. Дальше в последнюю петлю мы провязываем 3 столбика без накида. То есть в одну петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше переворачиваем вязание, в хвостик наш ввязываем и провязываем 1 столбик без накида. И в следующую петлю провязываем прибавку в полупетлю. 2 столбика без накида в одну петлю. Вот. Подтягиваем хвостик. Вот такая вот деталь получается. Да, черный, конечно, не видно, но ничего страшного. Дальше что мы с вами делаем? Снимаем маркер. Вот. И берем с вами бирюзовую ниточку. И провязываем второй ряд. Второй ряд уже провязываем с вами бирюзовой ниточкой. Итак, в первую петлю, где стоял маркер, мы провязываем. Давайте сначала провязываем прибавку. Раз. И сюда же, в эту же петлю, провязываем 2. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Дальше провязываем 3 прибавки. Один столбик без накида и сюда же второй столбик без накида. Это будет одна прибавка. Вторая прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Раз. И сюда же 2. И в третью петлю еще одна прибавка. Раз. И 2. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Дальше провязываем одну прибавку. Раз. И сюда же второй раз. И в последнюю петлю провязываем еще одну прибавку. Раз. И 2. Дальше те ниточки, которые у нас остались, нужно их подтянуть. Завязать на узелок, чтобы они нам не мешали. Потом их обрежем. Мы все равно будем глазки пришивать. Поэтому ничего страшного.
Вот. И сюда же. Ладно, потом мы это все обрежем. Давайте с вами еще сделаем последний штрих. Вот там, где у нас осталось открытое, мы сделаем соединительные столбики. Делаем соединительный столбик первый и в следующую петелечку второй соединительный столбик. И закрепляем ниточку. Все. Вот такой глазик у нас получается. Теперь давайте закрепим все ниточки, завяжем и вышьем блик. Итак, я закрепила все ниточки. Вот такие вот глазки у нас получаются. Вот, и теперь нам надо вышить еще один блик. Поэтому я беру иголочку. И вот здесь вот в уголочке вышиваю тоже такой блик. Деталь маленькая, неудобно, но ничего страшного. Так, оставляю хвостик для, чтобы завязать. И вот ввожу иголочку и делаю еще один раз. Вот такой вот блик. Вот. 2, думаю, достаточно. Снимаем иголочку, обрезаем ниточку. И я просто завязываю на узелочек. Чтобы закрепить блик. И просто обрезаю ниточку. Все, вот такие вот глазки готовы. Вот так, теперь мы приступаем к вывязыванию иголочки. Итак, теперь мы с вами будем вязать иголочки. Иголочек нам нужно связать 6 штук. Вот такого вот плана так вяжутся иголочки. Вот так вот. Покажу вам по кругу. Вот, и таких нам нужно связать 6 штук. 5 штук я уже связала. И теперь с вами свяжем последний, 6-й. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо амигуруми мы с вами провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. И теперь второй ряд провязываем 6 прибавок. Каждую петлю мы должны провязать с вами прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Ставим маркер, если вам необходим начало ряда, ставим маркер в первую петлю. И давайте с вами провяжем 6 прибавок. Каждую петлю 2 столбика без накида. Итак, третий ряд. Третий ряд мы провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. Снимаем маркер и провязываем
каждый столбик, в каждую, вернее, петлю столбик без накида. Ставим маркер в первую петлю. И в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Четвертый ряд провязываем таким образом. Снимаем маркер и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, ставим маркер в первую петлю, 3, 4 и 5. В следующую петлю мы провязываем с вами прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и 2. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петлю мы провязываем прибавку. Итак, в ряду у нас должно получиться 2 прибавки. В конце ряда у нас должно получиться 14 столбиков без накида. Пятый ряд мы провязываем без прибавок и убавок 14 столбиков без накида. Дальше я продиктую вам, как нужно вязать, потому что это очень легко вяжется по кругу. Шестой ряд мы провязываем 6 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда должно получиться 16 столбиков без накида. Седьмой ряд мы провязываем без прибавок и убавок 16 столбиков без накида. Восьмой ряд 7 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. И девятый ряд провязываем 18 столбиков без накида. Десятый ряд провязываем 8 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков без накида. 11 ряд мы провязываем с вами без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. 12 ряд 9 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда у нас должно получиться 22 столбика без накида. И 13 ряд провязываем 22 столбика без накида. 14 ряд 10 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. 15 ряд мы провязываем 24 столбика без накида. 16 ряд провязываем 11 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. В конце ряда должно получиться 26 столбиков без накида. И 17 ряд провязываем без прибавок и убавок 26 столбиков без накида. Давайте с вами провяжем эту часть нашей иголочки и встретимся. Итак, провязали мы 17 рядов. Вот такой вот у нас колпачок получается ровный. И сейчас мы будем его удлинять с одной стороны. Снимаем маркер. Это у нас будет 18 ряд. Делаем накид и провязываем 13 полустолбиков с накидом. 1, 2. Ставим маркер в первую петлю. 3, 4, давайте провяжем 13. Провязали мы 13 полустолбиков с накидом. Дальше следующую часть 13 провязываем соединительных столбиков. То есть каждую петлю мы провязываем соединительный столбик. Соединительные столбики не затягивайте, потому что следующий ряд соединительных столбиков будет вязаться немножко потуже. Поэтому не затягивайте соединительные столбики. И так нужно провязать нам 4 ряда. То есть с 18 по 21 ряд мы провязываем 13 полустолбиков с накидов.
и 13 соединительных столбиков. Давайте с вами провяжем и затем встретимся. Так, связали мы полностью деталь. Я уже закрепила ниточку, оставила нить для пришивания. И вот такая вот деталь у нас получается. Вот такие вот. Дальше ее нужно немножко набить. Я приготовила вот немного холофайбера. Сначала я ввожу в самый кончик и потом распределяю по всей детали. Холофайбера нужно немного, просто для того, чтобы он держал форму. Очень слегка. Вот такая вот у нас иголочка получается. Все, связали мы 6 штучек. Этого достаточно. И теперь давайте будем пришивать детали. Итак, начинаем пришивать все детальки. Значит, животик я уже приколола. Пропорционально его просто приложить к животику и приколоть иголочками. Вот. Эту деталь нужно просто пришить к нашему туловищу. Дальше я уже приблизительно наметала, где у меня будет мордочка. Значит, если брать от мордочка у нас пришивается вот к 33 ряду. То есть в 33 ряду мы вот так вот дугой просто иголочками прикалываем мордочку для того, чтобы наметить, где она у нас будет. Тоже, чтобы было равномерно, пропорционально. Я уже набила мордочку холофайбером немножко. Вот. Но не приколола верхушку, потому что у нас должны стать глазки. Глазки у нас будут вставляться. Чтобы понимать, где у нас будут стоять глазки, мы их вот так вот вставляем. И чтобы у нас они были не большие, не маленькие. То есть вставляем так, как должно быть. Вот таким вот образом. Вставили наши глазки. Теперь давайте будем подкалывать. Чтобы они у нас ровненько смотрелись. И опять же, сначала пришиваем глазки. Так, высоко посадила. Давайте еще немножко ниже. Вот так вот. Вот. Чтобы вот эта вот часть, там где беленькая, у нас была вот здесь. Вот. Вот. Вот теперь мне нравится. Так. И сейчас мы посмотрим, в каком ряду мы будем это делать. Делаю я это все на глаз. Потому что у нас здесь будет еще ушки, будут еще иголочки, поэтому нам надо, чтобы глазки были на том месте, где нужно. Так. И сначала мы с вами пришьем белочки. Ну вот теперь смотрим. Значит, белочки у нас
1. Если считать с конца ряда, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. К 11 ряду мы прикалываем иголочкой белочки. Вот начало белочков — это 11 ряд. Вот 11 ряд. Теперь давайте прошьем белочки и животик, чтобы у нас не путались ниточки. Я думаю, не стоит показывать, как это все мы пришиваем. Мы берем иголочку с тупым концом. И начинаем по кругу немножечко вовнутрь. Вот каждый стежочек. Вот уже запутался за ногу. Вот каждый стежочек мы берем вводим за петельку, вот за петельку. И вот вовнутрь. В общем, аккуратненько пришиваем. Я думаю, этого не надо показывать. Это и так понятно. И вот берем под петельку, вот под петельку прокалываем. И таким вот образом пришиваем животик и белочки. Давайте пришьем. Итак, вот я пришила уже животик, пришила глазки. И теперь я хочу подколоть вместе с вами, как я это делаю. Как мы будем с вами пришивать мордочку. То есть носик, который мы вышили, посерединке вот так вот подкалываем. Вот прямо пропустив одну петельку, мы подкалываем сначала серединку нашего носика. Теперь берем иголочки и вот эту вот часть вот так вот уже слишком ее опустила. Вот так вот слегка ее сминаем, складываем как бы. Делаем углубление для глаз. Плотно все. Вот так вот. И вторую часть мордочки делаем пропорционально первой детальке. Вот так вот. И вот так вот немножко. И вот так вот получается вот такая вот деталь. Чтобы она была пропорциональна, две части были одинаковые. Я набила вот эту вот часть тоже слегка средней плотности, для того, чтобы сделать утяжку ротика. Поэтому вот так вот деталь должна получиться. Чуть-чуть заходить за белочки внизу. Еще раз покажу. Теперь надо вот эту вот часть нам всю прошить.
Давайте прошьем и встретимся. Итак, я пришила мордочку. Вот, так как я и наметала, так я ее и пришила. Теперь нам нужно пришить или приклеить глазки. Я буду приклеивать, но можно их и пришить. Вот в эти углубления возле носика, мы должны либо пришить, либо приклеить эти глазки. Я приклеиваю клеем пистолетом, горячий клей. Вот, поэтому... И точно так же носик. Носик мы с вами пришиваем вот сюда, на выпуклое место посерединке. Сначала пришиваем глазки, потом пришиваем носик. Давайте пришьем и встретимся. Итак, вот так получается. Глазки посажены, носик. Вот в таком. Так он смотрится сбоку. Носик должен быть посерединке. Вот так глазки посажены. Вот эти места как раз таки для углубления для наших глазок сделаны. Так, теперь мы с вами будем вязать окантовочку для глаз. Вот эту вот окантовочку. Значит, я не стала вязать, потому что, ну, как бы на камеру, потому что вяжется очень легко. Мы набираем воздушную цепочку из 40 воздушных петель. И просто со второй петли от крючка мы провязываем столбики без накида. То есть получается 39 столбиков без накида. Оставляем ниточку для пришивания. Я уже вселила иголочку. И теперь как мы с вами будем их прошивать? Мы вводим, значит, иголочку вот в петлю, с которой мы закончили. И в полупетлю первого ряда. Вот так вот. И вот так вот каждую петелечку мы будем с вами прошивать. В каждую петелечку. Для того, чтобы у нас получился вот так вот. Теперь опять. Такой вот получился, трубочка такая получилась. Вот такая вот трубочка. Потому что если вязать трубочку, она не будет такой тоненькой. Вот. А так, если мы будем в каждую петелечку вводить, вот, то получается трубочка опять. Каждую петелечку. Вот. И в нижнем ряду. Давайте с вами прошьем и посмотрим, что у нас получится. Чтобы не прикрутилась. Вот такая вот трубочка получается у нас. Давайте прошьем это до конца. Итак, я прошила эту полосочку. Теперь нам надо ее приколоть. А прикалывать мы будем вот таким вот образом. Начало у нас будет вот здесь вот. И вот так вот идем по кругу. Возле глазика. Прикалываем, чтобы мы понимали, где нам нужно прошивать.
Не жалейте иголочек для того, чтобы все было очень аккуратно. Так, и теперь следующий глазик. Когда я прошила, я не отрезала ниточку, потому что мы сейчас этой же ниточкой и будем пришивать эту полоску. Так, и вот как раз она нам заканчивается. Вот таким вот образом. Теперь, так как я сказала, что я ниточку не обрезала, теперь захватываем одну деталь, вернее, одну петелечку на голове и одну петелечку на нашей полосочке. И таким образом мы пришиваем сначала с этой стороны, затем с внутренней стороны. Затем идем с внутренней стороны, вот так вот пришиваем, для того, чтобы полосочка эта приобрела форму и красиво смотрелась на нашем сонике. Давайте пришьем и встретимся. Итак, пришили мы эту полосочку, вот эту вот полосочку такую на глазки, скрыли уже ниточки, я скрываю как обычно. И теперь будем делать улыбку, ротик. Первую утяжку я сделала. Утяжку мы будем делать ниточкой джинс, которой мы вязали мордочку. Почему? Потому что это будет не сильная утяжка, и оно выдержит, эта ниточка выдержит, потому что мы будем делать здесь очень мягенько, поэтому оно будет как раз держать. Значит, как мы будем делать вторую утяжку? Первую утяжку я сделала, вторую покажу. Значит, где заканчивается наш глазик? Вот мы прокалываем мордочку и выводим на ровно. Значит, там, где мы делали с вами первый ряд, на нашей мордочке. То есть и в первый ряд я ввожу ниточку. Вот так вот получается. Я ввела, ввожу и вывожу. Оставляю хвостик и к серединку, к носику на одну петельку ухожу и ввожу в следующую петлю, вывожу в то же самое место возле глазика. Вот. То же самое место. Вытягиваю, отрезаю иголочку и просто затягиваем, завязываем на узелочек. И подтягиваем так, чтобы было равномерно. Так, что-то тут у нас какая-то петелька. Не петелька, а ниточку, которую мы прятали, она выскочила. Все, затягиваем нашу мордочку, поправляем все
И вот такая вот мордочка получается. Завязываем на узелочек. И прячем ниточки. Давайте спрячем и встретимся. Итак, спрятала я ниточки. Вот такая вот улыбочка у нашего соника. Теперь я закрепила ушки. Ушки я сделала таким образом. То есть розовую часть я немножко сделала выпуклой, а голубенькую немножко ее сложила вот вовнутрь. И ушки получились чуть-чуть назад. Вот, как будто бы он прищуривает ушки. Вот, то есть розовую часть немножко выпуклой сделала. Вот таким вот образом. Здесь больше видно. Хотя вот они одинаковые. И смотрите, значит, от макушки я отступила 3 ряда. 1, 2, 3. Вот. И прикрепила это ушко. 3 ряда отступила, прикрепила это ушко. То есть, получается, от серединки 3 ряда отступила и прикрепила ушки. Вот. Ушки, они находятся посерединке головы. Вот смотрите. Посерединке головы. Все, теперь можно их пришить. Давайте пришьем. Голубенькой частью мы пришиваем синей ниточкой, а розовую часть мы уже одеваем розовую ниточку и пришиваем розовую часть. Давайте пришьем и уже встретимся. Итак, пришила я ушки. Сзади, вот они, для того, чтобы они были такие вот как бы назад немножко, по первому ряду прошла синей ниточкой. И они тогда стали вот такими вот чуть-чуть назад, слегка. Видите? Как так смотришь? Вот они немножечко назад. Так, и теперь последний штрих — это наши иголочки. Вот, значит, первую иголочку мы с вами прикрепим вот таким вот образом посередине. Вот, посередине между ушками. Приколем иголочками и встретимся. Итак, смотрите. Значит, выпуклой частью, вот этой вот частью, где мы с вами делали полустолбики с накидом, вот эту вот частью я прикалываю всегда вот сверху. Часть, которую мы делали соединительные столбики, мы ее будем под низ, для того, чтобы наша иголочка немножечко имела наклон. Поэтому сейчас я подколола вот таким вот образом. И давайте уже одела иголочку. И давайте прошьем сейчас вот эту вот верхнюю часть. Верхнюю часть мы будем прошивать вот за часть к голове, а часть за первую петельку на нашей детали. И вот таким вот образом маленькими стежочками можно пройтись несколько раз. Вот я всего лишь за переднюю петельку беру и вывожу в соседнюю, пришивая к голове. Вот.
При этом достаю иголочки, чтобы они нам не мешали. Эту тоже уже можно. Выводим назад. Вот таким вот образом. Пришивая к голове, чтобы наша иголочка держалась. Вот. Ну, обязательно я пришиваю несколько раз. Вот по кругу прохожусь несколько раз, для того, чтобы уже точно знать, что иголочка никуда не денется. Сейчас я наметаю, так как мне нужно, а потом еще раз пройдусь. Теперь смотрите, как мы будем прошивать здесь. Мы вот эту вот часть, вот мы положили нашу иголочку вот так вот. Вот вас устраивает такое вот положение иголочки верхней, первой? Вот, чтобы она не вот так торчала, да, а немножечко вот так вот. То есть я ее положила, и вот на границе, где соприкасается у меня голова и иголочка, я буду сшивать. Я сейчас себе опять же наметаю. И второй раз я себе пришью, чтобы иголочка держалась более плотно. Вот, видите? И вот она уже ложится. Вот она уже ложится. Когда я уже захватываю ряд чуть-чуть ниже, чем конец нашей иголки. Вот так. И еще один раз. Так мы прошиваем все иголочки, чтобы они немножко имели наклон. Такой, который нам нужен. Вот. И вот такой вот первая иголочка у нас будет немножечко под наклоном. Ее вот так вот мы вспушим. Ее вот так вот мы расправим немножко. Вылезла ниточка, но ничего. Видимо, где-то мы ее зацепили. Ладно, я ее потом подрежу. Вот, и еще пройдемся один раз по кругу и закрепим иголочку. Вот, давайте пришьем и встретимся. Итак, прошили мы иголочку одну. Верхняя иголочка, почему мы прошивали, еще раз говорю, для того, чтобы она немножечко вот так вот легла. Мы прошивали ее чуть-чуть выше, чем мы закрепили, чем основная идет цепочка. Значит, и вот так вот она легла. Очень хорошо, ну, меня устраивает. Следующие две иголочки я прикрепила по бокам. Вот с одной стороны за ушком и с другой стороны за ушком. Вы можете иголочки пришивать так, как вам захочется. То есть не обязательно так, как я говорю. Вот, потому что иголочки, они идут в хаотичном порядке. Поэтому вы можете пришивать так, как вам захочется. Вот эти вот иголочки, конечно же, я уже не буду их пришивать за какой-то определенный захватывать выше, чем цепочка. Я буду шить конкретно по цепочке. Потому что здесь как раз-таки нужно, чтобы они торчали по бокам. Вот только верхнюю иголочку я пришивала. А вот чуть выше. Все, давайте пришьем эти две иголочки и встретимся. Итак, пришила я вот эти вот иголочки по бокам. И третья иголочка у меня получается посерединке. Я ее так округлила. И вот так можете посмотреть сзади. Я поставила свою иголочку вот так вот. Опять же повторюсь, вы можете вязать иголочек столько, сколько вам нужно. И ставить в таком порядке, в котором вам
нравится. Вот так вот я буду пришивать. Итак, пришила я уже все иголочки. Покажу вам, в каком порядке я их пришивала. Пришила верхнюю. Верхнюю я немножечко опустила, пришила. Дальше 3, 2 возле ушка и 1 посерединке. И 2 внизу. Вот так вот пришила. Вот такой вот получился у меня соник. Вот такие вот иголочки у него получились. Значит, полностью он не влазит в камеру. Ну, он очень маленький. Он такой манюсенький по сравнению с тем, какие у меня были. Значит, если положить его и взять сантиметр, нет у меня своего сантиметра, вот, то это приблизительно чуть больше 20 сантиметров. Где-то, может быть, 23 сантиметра будет соник. Он очень маленький. Вот, поэтому такой вот малыш получился у меня. Очень мне понравилось вязать с джинса. Очень плотненько получилось, очень маленький. Вот, кто любит маленькие игрушки, пожалуйста, можете вязать. Соник сейчас в тренде, Соник очень популярная игрушечка, поэтому, пожалуйста, вяжите. Думаю, понравится многим, кто любит мультфильм «Соник». Вот. Ну, а на сегодня все. Все, что я хотела показать, я вам показала. Вот. И дальше буду делать мастер-классы, писать мастер-классы. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что может быть непонятно, может быть какие-то пожелания, какие-то советы. Я буду все читать и принимать. Вот. И говорю вам пока. До новых мастер-классов.